Здравствуйте! Решили поделиться своим рецептом шашлыка, к которому мы пришли постепенно от одного к другому, пытались что-то совместить, добавить. И в итоге пришли к своему. Шашлык получается сочным, вкусным на наш вкус. Но если вам, возможно, тоже заинтересует, понравится, можете попробовать. Для этого нам необходимо, мы здесь взяли примерно килограмм мяса. Мариновать мы будем шашлык в луке и помидорах. Мы добавляем также немного специй для шашлыка, солим, перчим и все. До этого мы использовали тоже и уксус, и еще что-то, но я говорю, что в ходе нашей эволюции шашлыка мы остановились именно на этих ингредиентах. Мясо для шашлыка мы всегда берем шейную часть, потому что она очень сочная и у нее прожилки сальные всегда дают сочность мясу, неважно где бы вы жарили. В принципе, теперь мы перейдем к приготовлению. Нарезаем мясо на кусочки и будем добавлять дальше специи и так далее. Мы нарезали мясо, в идеале у нас получаются такие кусочки. Здесь видно, как следы сала. Теперь мы солим мясо, опять же, на вкус. Конкретных пропорций я дать не могу, поэтому я все делаю на вкус. Пробую на язык. Солим, перчим. Теперь переходим к луку и томатам. Если у вас томатов нет, то можно взять помидоры. Для этого рецепта лука можно взять больше. Я думаю, здесь как кашу маслом не испортить, так и лука можно добавить больше. То есть лук придает пикантности шашлыку. Помидоры мы добавляем для того, чтобы чтобы шашлык был сочнее. Опять же, я не настаиваю на этих ингредиентах, каждый решает, в каких пропорциях добавлять. Мы просто делимся нашим рецептом шашлыка. Далее, мы когда выкладываем лук в мясо, можно его немного сжать, чтобы сок начал выделяться быстрее. То же самое мы делаем с помидорами. Я по привычке вырезаю ожогку у помидор. Говорят, они ядовитые или опасные, вредные, поэтому мы их вырежем. Помидоры режу крупно. Здесь главное, чтобы у нас был сок. Мы выдавили сок и закинули в шашлык. И то же самое делаем с помидорами. Аккуратно выдавливаю, чтобы сок и семечки помидора не остались где-нибудь на обоих. Дальше мы можем добавить приправы для шашлыка. И все перемешать.
Опять же, можно сюда добавить чуть больше лука, и там еще можем было бы сюда 1-2 помидора добавить. Но у нас закончилось и то, и другое, поэтому мы обойдемся таким количеством. Я также пробую мясо на язык, чтобы проверить, насколько соли достаточно или нет. Потому что когда мы добавляем помидор и лук, часть соли лук и помидоры забирают на себя. Поэтому можно, в принципе, еще посолить. Я бы еще поперчил. Значит, шашлык мы маринуем примерно от 6 до 10 часов. Для этого мы закрываем шашлык крышкой. Мы не ставим никакой груз, как многие делают, чтобы шашлык мариновался в собственном соку, в том рассоле, в том соке, который дает помидоры вместе с луком. И все, мы мясо дальше убираем в холодильник. Вот, и через часов 8 мы будем его готовить. Мы вытащили шашлык с холодильника, он у нас 8 часов где-то стоял. Сейчас, в принципе, мы будем надевать мясо на шампура и готовить шашлык. В итоге у нас получилось 8 небольших палочек шашлыка. И так как на момент записи видео у нас уже осень, зачастую у нас ограничивает погода, чтобы делать шашлыка хочется, мы жарим шашлык дома иногда. Вот нас выручает небольшое чудо техники. Собственно, мы им и пользуемся в холодное время года. Рецепт никак не меняется от сезона к сезону. Ну и все, минут на 30-40 мы вставляем наш шашлык. Сейчас будем кушать. И вот давай с этого, может быть, я так перелью.